Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня в этом видео поговорим о том, как вы с помощью кипятка можете избавиться от любого негатива, а также вернуть любое зло, негатив своим врагам и недоброжелателям. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Друзья, будет очень много важной, полезной и ценной информации. А прямо сейчас в комментарии напишите слово «защита», и Вселенная поможет вам преодолеть ваши трудности, ваши беды и поможет вам в реализации. Не бойтесь прописывать. Итак, друзья, слово «защита» – это волшебное слово и активатор для этого видео. А мы с вами, друзья, начинаем. Вы знаете, очень важно следить за энергетикой своего дома, так как если она будет негативной, все предметы, вещи, даже продукты, к сожалению, будут напитываться нехорошей энергетикой, которую вы вместе с ними будете съедать и таким образом принимать негатив, который был в этих продуктах. А также притягивать после такого действия любого рода негатив только уже в большом количестве. Ведь ни для кого не секрет, что негатив притягивает негатив. Находясь в жилье с плохой энергетикой, соприкасаясь с тем, что эту энергетику вобрало, человек сам разрушает свою жизнь, а затем сам удивляется, почему его жизнь наполнена проблемами, неприятностями и бедами. Часто мы считаем дом самым безопасным местом в мире. Стараемся быстрее в нем укрыться от зла и того, что беспокоит именно нас. Но мы не задумываемся о том, что для того, чтобы дом был таковым, к этому нужно прикладывать какие-то усилия, так как это, опять же, огромный труд. И только у тех людей, кто этим занимается, все получается. Потому что люди-то в таком случае готовы постоянно соблюдать правила, совершать обдуманные и неспешные действия, а также постоянно чему-то новому обучаться, не лениться, а также учиться управлять различными энергиями, положительные привлекать в помощь себе. А вот негативным учиться, наоборот, противостоять. Но, к сожалению, не все люди придают этому большое значение, из-за чего упускают ценное время, а затем начинают бороться уже с возникшими последствиями. В доме со светлой энергетикой легко дышится, в нем приятно находиться, в нем живет любящая семья, которую окружает любовь, добро, взаимопомощь. У людей в таком доме всегда все получается. Они часто добиваются успехов, эмоционально они стабильны. Депрессии их не беспокоит. Сон у них крепкий, что не скажешь про дом с негативной энергетикой. В таком доме, пусть он будет красивым, с прекрасным ремонтом, но будет некомфортно находиться. Попав в него, будет хотеться, чтобы быстрее выйти, уйти, убежать. А люди, которые живут в таком доме, несчастны. Проблемы и неприятности сопровождают их на каждом шагу. Депрессия и апатия ходят за ними следом. Отношения между членами семьи с каждым днем ухудшаются. Постоянно возникают ссоры, скандалы, упреки. Сон у людей в таком доме не крепкий, что сильно утомляет. А также вместо того, чтобы набираться, вернувшись домой сил, хочется побыстрее из такого дома выйти, убежать. Как создается впечатление, что силы наоборот уходят. Для того, чтобы в доме поддерживать хорошую энергетику, нужно следить постоянно за чистотой дома. При этом не только энергетической, но и физической, и наоборот. Важно, чтобы не было пыли, так как она очень быстро способна испортить энергетику жилья. Чтобы все вещи лежали по своим местам, нужно просто взять в привычку, возвращаясь домой, сразу раскладывать все по своим местам. Это же правило должно касаться и посуды. Поели, помыли, сразу разложите все по местам. В доме не должны быть и грязные окна, зеркала. Обращайте внимание на то, какими полотенцами вы пользуетесь на кухне и в жизни, так как они могут притягивать ненужные энергии. Немаловажным является и то, как выглядит ваше постельное белье, так как оно влияет на вашу энергетику, а вы ее распространяете по дому, что может оказывать как хорошее, так и нет влияния на энергетику жилья. Научиться нужно вовремя избавляться от старых вещей, которые вы не используете, не носите, которые захламляют ваш дом и не дают энергиям передвигаться уже по вашему дому свободно. Посуда требует внимательного отношения к себе, так как мы из нее принимаем пищу. Если она притягивает негатив, то все это незамедлительно передает
передаст нам его. Поэтому практически каждая женщина, которая следит за энергетикой своего жилья, знает, что очень важно не оставлять грязную и пустую посуду после еды на столе, что это действие способно буквально моментально начать приносить вред и вносить энергетические коррективы, которые нарушат энергетику жилья, так как стол – это сакральное место, которое требует особого отношения. Он не должен быть грязным, на нем не должно быть скатерти с дырками, с пятнами, потертостями, он не должен скрипеть, шататься, он должен быть крепким, мощным. Так будет энергетика жилья с его помощью только укрепляться. А если вы не будете придерживаться таких правил, то таким образом вы показываете, что несерьезно к нему относитесь, что вас не интересует, какие энергии, положительные или отрицательные, а он будет приумножать. Вместе с таким действием вы притянете в свой дом череду бед, проблем, которые коснутся всех членов семьи без исключения, и тянутся они будут на протяжении долгого периода времени, лишая вас каждым днем того, что вы любите, и того, что вы всячески старались в свою жизнь притянуть. Не стоит и грязную посуду оставлять в раковине. Этого правила также придерживаются люди, которые не желают наполнять свой дом ненужными энергиями, так как раковина – это место, где грязная посуда будет взаимодействовать с водой. Грязная посуда будет притягивать ненужные энергии, а вода их приумножать и отправлять сильный энергетический посыл, который будет эти энергии распространять по дому. Также такое действие притянет в ваш дом нищету и постоянные денежные потери. Деньги, даже если придут кому-то из членов семьи, за его сильные старания наладить с денежной энергией взаимосвязь, то энергия жилья быстро эту связь разорвет. Поэтому, чтобы не рисковать и не попадать в неприятные ситуации, лучше сразу убирать грязную посуду, мыть ее и что делать? Разлаживать обязательно по местам. Такое простое действие будет оберегать вашу посуду от скола, ведь когда много посуды в раковине, она трется друг о дружку, что делает царапины и сколы, что также притянет нехорошие энергии в ваш дом. Но если правило о том, чтобы грязная посуда не накапливалась, соблюдается хозяйками, то мало кто знает о том, что трубы способны приносить вред еще хуже, чем грязная посуда в раковине, так как за день в трубах скапливается как остатки еды, так и негативной энергии, которую каждый из нас приносит в свой дом на постоянной основе. Вы пришли домой после магазина, где трогали продукты, какие-то вещи, предметы, а к ним до вас прикасался человек, который излучает сильный негатив. В этот негатив на ладони подобрали, сами того не подозревая, а вернувшись домой, помыли руки. Соответственно, смыли подобранный негатив, но он так и остался в сточной трубе. Или же, например, вы пришли с работы, где взаимодействовали с сотрудником, который вас, например, недолюбливает, завидует вам или вовсе желает оказаться на вашем месте. Вы собрали его негатив и все так же принесли это в свой дом. Помыв руки, этот негатив осел на трубах, а затем очень быстро приумножился. Его влияние вы уже ощутите в течение нескольких дней. Из-за такого воздействия порой распадаются даже самые очень крепкие семьи и разрушается даже очень сильное энергетическое поле людей. Нарушается и особая энергетика жилья. Так происходит день изо дня, и вместо того, чтобы избавляться от грязи и негатива, мы все это только по незнанию, к сожалению, приумножаем. Это касается абсолютно всех сливов, которые есть в вашем доме или в квартире. И даже слив в ванной комнате является не исключением. Когда вы приходите домой после трудного и напряженного дня, возможно, после ссоры или конфликта с каким-то человеком, у вас произошло где-то недопонимание с руководителем, после встречи с каким-то невежливым, например, водителем общественного транспорта, вы омываете свое тело, оно становится чистым, на нем нет негатива, а вот в трубах, в канализационных он остается. Далее мы поговорим с вами о секрете, как очищать трубы, чтобы на них не задерживался негатив, ведь от их чистоты напрямую зависит то, какой будет энергетика вашего жилья в целом, а значит и жизнь всех тех, кто в этом доме живет. Делать это нужно обязательно перед сном, когда все члены семьи уже будут ложиться спать, ведь в течение дня вода постоянно находится в движении и не позволяет негативу выходить из трубы. А в ночное время, когда
это уже не происходит, а все плохое начинает приумножаться в размерах, выходя, как говорится, на прогулку, злые сущности, негатив начинает выходить из труб и воздействовать на все в округе. Для данного действия вам понадобится чайник кипятка, мелкая соль и емкость, в которую нужно налить столько столовых ложек уксуса, сколько у вас слива в доме, а также свеча любого цвета и формы. Первым делом подожгите свечу. Ее нужно будет переносить с собой во время ритуала, чтобы она вас оберегала от негатива, который будет выходить из трубы. Когда подожгете свечу, сделайте ней вокруг себя 3 круга по часовой стрелке. Затем, считая до 3, подержите на уровне груди, при этом проговорите такие слова: «Огонь, я тебя о помощи прошу, ты силой своей со мной поделись, чтобы мне не страшен стал час ночной, чтобы негатив не подхватило, посылы зла не приманила, сущности противостоять могла, если придет на зов негатива она». Как только вы проговорите эти слова, сразу вы почувствуете тепло, все страхи и неприятные ощущения уйдут. Свеча у вас всегда должна быть с левой стороны, так как вашу правую сторону оберегает ангел. Когда настроитесь, сосредоточитесь, подходите к первому стоку, наливайте в него столовую ложку уксуса, считаете мысленно до 3, после чего сверху наливаете кипяток и при этом проговариваете такие слова: «Все плохое, гнилое и негативное из стоков прочь уйди. Вода это смывай и распространится по дому, моему ему не позволяй, чтобы дом свой уберечь могла, от зла защитить и никоим образом в дом не пропустить». Когда закончите, берите щепоточку соли, делайте ней круг вокруг сточного отверстия, при этом трижды говорите следующие слова: «Если вода весь негатив не убрала, соль вход ему затворяет и просочится в дом не позволяет». Они должны быть сказаны отчетливо, эти слова, а вы в этот момент должны смотреть на сток. Так проделать абсолютно нужно со всеми стоками в доме. Когда закончите, над свечой подержите ладони по очереди и при этом скажите такие слова: «Огонь, благодарю за помощь твою, силу твою мощную все время ощущала страх. Благодаря этому не испытала, так как знала, что меня оберегаешь и ничего плохого ко мне не подпускаешь». После этого свечу затушите и отправляйтесь спать. Утром просто соль смывайте, используйте стоки в обычном режиме. Это действие нужно проводить каждый день. Но если у вас не получается делать это ежедневно, проводите его раз в 3 дня. Как только вы начнете делать это на постоянном основании, вы увидите, что то, что где-то вас беспокоило, уйдет, что не останется никаких переживаний. Даже если вы замечали периодические недомогания, головную боль или же скачки давления, все это наладится, так как такие ощущения были на энергетическом уровне. Также это знак того, что у вас с энергиями жилья очень сильная связь, что вы ощущаете их лучше, чем все члены семьи. Через время, после того, как вы начнете делать данное действие, придет кто-то из членов вашей семьи и вам расскажет о том, что так как он спит сейчас, он очень давно не спал, что его сны стали действительно прекрасными, и в вашем доме энергетика станет еще крепче, а значит, приятные жизненные ситуации начнут в него поступать еще в большем количестве, что сделает всех живущих в доме более радостными и счастливыми людьми. Используйте, друзья, эту практику, о которой мы сегодня с вами поговорили, себе во благо. Ведь лучше знать все опасные места в своем доме и больше стараться внимание им уделять, собирая и убирая абсолютно весь негатив, чтобы он не мог приумножиться и распространиться, чем потом думать, как избавиться от его влияния и вернуть назад прежнюю жизнь. Да, возможно, где-то это непросто, поэтому лучше придавать всему внимание вовремя, чтобы потом не тратить свое время и энергетические силы зря. Также большая просьба ко всем: когда вы будете проводить эту практику, старайтесь как можно меньше своего окружения рассказывать о том, что вы делаете, потому что те люди, которые посылают вам негативные энергии, отправляют вам нехорошие посылы, они это будут достаточно сильно чувствовать. Обращаем на это ваше особое внимание. И их это будет в какой-то степени где-то коробить, они где-то будут недовольны чем-то. И здесь ваша задача
ни в коем случае не рассказывать о том, что у вас происходит, что у вас в жизни. Почему? Потому что таким образом они поймут, что вы что-то делаете такое очень важное для себя, для своего дома, и начнут вставлять вам палки в колеса, потому что для них очень важно понимать и знать, что вы сделаете в следующий раз. И когда они будут понимать этого, значит, они могут быть на шаг впереди. А это нам, друзья, с вами не нужно, потому что ваш дом – это закрытая территория. Помните, пожалуйста, об этом. Многие люди не хотят об этом думать и думают о том, что, ну, я сейчас всем расскажу, и что они мне сделают. А дело в том, что они будут понимать и знать, что вы проводите какие-то определенные ритуалы, практики, обряды, а значит, что нужно? Значит, нужно им сделать что-то более сильнее. И очень часто это уже приводит к тому, что люди начинают заниматься черной магией. Поэтому, чтобы этого, друзья, не было, ваш язык, ваш враг. Помните об этом. Поэтому меньше рассказывайте и просите, чтобы члены вашей семьи также старались как можно меньше делиться всем тем, что происходит в вашей жизни. Вот такой, друзья, важная ценная информация. Мы сегодня с вами хотели поделиться. В комментариях пропишите, не забудьте слово «защита», поставьте лайк, друзья. Но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, друзья, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.